Всем привет, с вами Дэн, и впервые на канале Танdorio, бренд с Алиэкспресс. Спасибо Андрею, подписчику канала давнему, который дал эти часы на обзор. Давайте открывать, смотреть, что внутри. Так, значит, инструкция. Отлично, достаточно детальная. И вот модель. О, какая прелесть-то, а! Да еще такие маленькие, аккуратные. Прикольно. И большая заводная головка, колпачок. Стилистика как у Хэмов, да, как у Юбот, как у златоустовских часов Агат. Да. Интересно. Так, давайте немножко тут вот так поставим, чтобы было красиво. Часы пошли. Внутри у нас на выбор там есть две версии, либо Seiko MH35, которая вот здесь стоит в этих часах, либо PT5000. И конкретно версия на Seiko стоит 7500 рублей на Алиэкспресс, по крайней мере на момент записи ролика. 200 метров водозащита, такая прям приличная. 316L сталь с пескоструйной обработкой, прям в милитари стилистике. Сапфировое купольное стекло, ого-го. И что еще? Разные версии есть, абсолютно можно все выбрать. Вот конкретно эта версия у Андрея с кафедральными стрелками. Мне кажется, она очень хорошо сочетается с общей стилистикой, потому что такой винтаж, здесь такие плоские, да, метки, здесь еще и колпачок, и вот хорошо с кафедральными. Ну и плюс логотипа даже нет у этих часов. И мне интересно, сколько же здесь размер? 36 миллиметров, немного. Высота, ну такая бочечка, но здесь купольная. Стекло занимает, я думаю, пару миллиметров, до 11 без него. Хо-хо. А это уже неплохо. От ушка до ушка 46. И здесь, наверное, 18. Да, да, 18 ремешок. Ну, понятно, такие размеры аккуратные, небольшие. С другой стороны, нужно всегда понимать, что ушки достаточно длинные. Это раз. Второе, большая заводная головка. И поэтому часы, в принципе, смотрятся вот так вот в комплексе, да, с заводной головкой чуть больше, чем они есть на самом деле. То есть они, в принципе, не маленькие. Вот мое запястье 18,5, как вы видите, ну не сказать, что прямо уж они мне маловаты, да. Тут, я думаю, что на запястье 17,5, а вот если меньше запястья, они уже особо не сядут, эти часы. Поэтому учитывайте, да, то есть это такое немножечко может в заблуждение вас ввести, то, что они не очень большого размера. Ну, здесь минимальная такая, да, задняя крышка минималистичная, никаких надписей, ничего нет. Ремешок без системы быстрой замены. Хотелось бы, наверное, чтобы была быстрая. Можно что-то здесь поставить. Какой-нибудь натовский ремешок я бы поставил. Ну, кстати, ремешок в базе идет неплохой. Матовый, коричневый, хорошо сочетается с этой люминовой, которая на циферблате. Так что здесь в тему. Просверленные ушки, опять же, под винтажик, да, у нас здесь. Бакли без брендирования, в целом часы вообще без какого-либо брендирования, потому что это версия без логотипа на циферблате. Поэтому такой получается, да, no name. Если вы любите, чтобы хоть какое-то было брендирование, то выбирайте тогда, чтобы был бренд на цифере. Но мне вот эта версия нравится тем, что она именно такая чистая, простая, именно что называется для дела. Вот, да, вот такая винтажность здесь больше, как мне кажется, прослеживается, потому что не заморачивались раньше, чтобы было везде бренды стояли. 75 грамм, в принципе, окей. Небольшие часы, при этом, ну, все-таки корпус чувствуется, несмотря на его 36 миллиметров, все-таки какой-то здесь вес имеется приятный. Ну и давайте проверим сапфирчик на всякий случай. Опа, сапфирчик у нас здесь настоящий, выбил шкалу полностью. Это не может не радовать. Ну, что касается корпуса, то очень даже приятные грани, приятная геометрия. Пескоструй, понятное дело, скрадывает какое-либо качество отделки, но пескоструй выполнен приятно, и он добавляет вот этого самого как раз милитари флера к этой модели. Резкие такие обрубленные ушки, грани. Здесь интересно все реализовано, и такая массивная большая заводная головка. Но знаете, сделана она приятно, и мне нравится вот именно как крепится сама заводная головка к корпусу. То есть здесь не цепочка, как у Златоуста, например, да, которая постоянно там заворачивается, а здесь вот именно такие вот на двух как бы петлях, что ли. И они сделаны удобнее, аккуратнее, и в использовании они гораздо более простые. Мне кажется, вот такой вариант прям идеально сделан. Круто, молодцы. Ну, а понятно, здесь антиблика не хватает, плюс купольное стекло, поэтому все это будет бликовать, но зато винтажный стиль у этого
циферблата есть у этого стекла. Посмотрите, какие искажения. О, круто, приятно. Значит, печатные здесь у нас метки, покрытые люминофором, стрелки зеркальной полировки, полировкой кафедральной. Хотелось бы, может быть, матовые, да, сюда бы лучше подошли, но что есть, то есть. В принципе, всего зеркального здесь из всех часов здесь только как раз-таки стрелки. Ну, приятная отделочка, за свои деньги окей, тем более характеристики здесь очень даже приятные, во-первых, да, во-вторых, опять же, часы для дела, что называется, и 200 метров защиты, конечно же, это подтверждают. И что хочу сказать по итогам. Понятно, что модель не для всех, и в том числе из-за заводной головки, да, колпачка, из-за того, что у них размеры такие специфические при длинных ушках. Но с другой стороны, если вы ищете именно что-то такое вот в дайверском стиле, винтажном, именно вот опять же с такой стилистикой, когда у нас заводная головка закрывается колпачком, и чтобы был минимализм, то вполне себе рабочий вариант с отличными характеристиками и вполне себе приятной ценой, потому что 7,5 тысяч рублей, ну это где-то примерно $80, а по нынешним временам это уже и немного. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.